Привет, будущие трейдеры! Сегодняшнее видео для тех, кто никакого представления не имеет о трейдинге, не понимает, как работает трейдер и, в принципе, никогда не видел, как выглядят торговые графики. В конце мы на примере Гугла разберем готовую торговую стратегию, которую вы, скорее всего, не поймете, но вы хотя бы будете видеть, как это работает. Вы увидите. В будущих видео я подробно расскажу с самых основ до готовой торговой стратегии, риск-менеджмента и так далее. Итак, трейдер– это профессиональный спекулянт. Он зарабатывает а, как на повышении стоимости актива, так и на его понижении. Например, он берет у брокеров долг акцию по одной цене, продает ее, потом, когда стоимость акции падает, он ее обратно откупает, возвращает брокеру, и разница в деньгах остается у него в кармане. Далее, трейдер. Это жесткая дисциплина. Трейдер четко знает, что он будет делать в конкретный момент времени. Никаких эмоций. Он никогда не скажет вам, мне кажется, акция пойдет туда-то, туда-то, и поэтому я буду закрывать. Нет, у него есть конкретное обоснование, что и как и когда он делает. Также он очень жестко контролирует свои риски. Самый первый его вопрос, прежде чем зайти в трейд, где будет мой стоп? Стоп– это тот денежный риск, который он готов взять на себя, а, если вдруг стратегия пойдет не по плану. А, Ни у одного трейдера нет стопроцентных сделок, стопроцентных торговых стратегий. Есть только вероятность, которую он старается повысить с учетом его конкретной стратегии. Стратегии множества. Главное, чтобы, когда вас будут обучать, вы не попались на мошенника, который будет вам что-то рассказывать, вы будете слепо ему верить, но в итоге вы отдадите ему все свои деньги. Касательно денег. Трейдинг требует вложения денежных средств, но в разном объеме. Например, Форекс вы можете торговать. Форекс вообще это самая простая точка входа. Это валютный рынок. За 5 минут вы сможете открыть демо-счет и на нем поторговать. В принципе, вы, понажимая кнопочки, поймете, нравится вам это занятие или нет. И это еще один важный аспект. Если вам не нравится смотреть на графики, не нравится их анализировать, если вам не нравится анализировать свои трейды, то, скорее всего, эта работа не для вас, потому что трейдинг требует усердия, требует очень большого опыта работы. Бегите от тех людей, которые вам обещают быстрый заработок за 2-3 недели. Вы можете заработать, но это будет просто удача. В конечном счете, вкладывая все больше денег, вы в итоге потеряете большую сумму и начнете называть трейдинг казино. Почему трейдинг не является казино? В казино за вас уже посчитали успешность вашей игры, и она негативная всегда. Трейдинг же позволяет увеличить с помощью торговых стратегий свою вероятность. То есть, например, базово, если вы купили акцию по 100, просто ее купили, у вас вероятность заработать 50 на 50. Может быть, она пойдет вверх, может быть, она пойдет вниз. За счет готовой торговой стратегии опытного профессионального трейдера вы можете увеличить свою вероятность. То есть у вас уже будет выбор. Так, если я пойду в лонг, что значит куплю акцию, и рассчитываю заработать на ее повышении, то моя вероятность будет приблизительно там в районе 65-80% в зависимости от конкретной ситуации и опыта трейдера. При этом вы должны обязательно поставить свой стоп и соотнести риски. То есть, например, чаще всего говорят, ваш трейд должен быть 1 к 2, 1 к 3. Что это значит? То есть, например, вы рискуете 10 долларами, чтобы заработать, например, 20. Это будет 1 к 2. Иногда, за редкими исключениями, обычно профессиональные трейдеры против, но можно брать риски 1 к 1 с учетом того, что у вас высокая вероятность определенного вида торговой стратегии. В этом нет ничего плохого.
Также часто говорят, что торговля на демо-счете– это плохой выбор. А, Это выбор отличный. Во-первых, вы не вкладываете своих денег, а, но у вас должны быть выстроены свои собственные правила. То есть, например, вы открываете демо-счет, там, скажем, на 10 тысяч долларов. У вас риск потерять на день, допустим, 500. На неделю, допустим, 1000. Что это значит? То есть, если вы потеряли сегодня 500 долларов, то вы сегодня больше не торгуете, так же, как и в неделю. За неделю, в течение недели потеряли 1000, до конца недели больше не торгуете. Также у вас должны быть риски на трейд. То есть, например, если вы теряетесь, готовы сегодня потерять 500 долларов, и вы не можете за один трейд, это просто неправильно, отдать все 500. То есть хотя бы нужно будет разделить на 3 части. И вот таким образом, выстраивая конкретный план, вы можете пробовать торговать на демо-счете. Также есть вариант торговать криптовалюту. Например, вы выделяете на месяц 100 долларов, и это абсолютно комфортная цифра, которую вы готовы потерять. И, скорее всего, вы ее потеряете, несмотря на профессионального трейдера, который будет вам рассказывать о торговых стратегиях. Деньги вы будете терять, пока не наберетесь достаточно опыта. А опыт идет очень медленно и очень долго. То есть, грубо говоря, на примере, опять же, акции, свечка в Гугле, вот, которую мы сегодня посмотрим, там размером в доллар, а, вы не знаете, что она обозначает. Так же, как и в любой другой монетке или акции. Итак, у вас есть варианты торговли на валютной бирже, на фондовой бирже это акции и криптовалюта. Все они обладают разными преимуществами. Например, валютка, как я ранее сказал, очень дает простую возможность. Вы зашли на сайт, зарегистрировались, сразу же открыли демо-счет, поторговали, тут же моментально за 2-3 минуты можете пополнить счет и начать торговать. Но там очень ограниченный выбор по парам валютным. То есть, грубо говоря, активы, которые можете торговать. Криптовалюта– очень волатильный рынок, дает возможности очень быстро зарабатывать, также очень быстро сливать деньги. Опять же, все именно зависит от вашей торговой стратегии. Работает круглосуточно, в любой день недели, когда угодно открыли и торгуете, но тоже достаточно ограниченный в выборе рынок, в выборе монеток. И акции торгуются в основном Америка. Огромный выбор вариантов, что торговать. Профессиональные трейдеры говорят, если вы не заработали деньги в первые полчаса, час на фондовом рынке на Америке, то вы плохо подготовились. Вы отбираете акции в течение получаса, часа, некоторые отбирают это в течение 3 часов, и в первые полчаса, вероятно, у вас уже будет возможность что-то заработать. Итак, как же торгует сам трейдер? Трейдер может торговать своими руками, нажимая кнопки, и есть вариант алгоритмической торговли– это роботы. Роботы– это программы, написанные на основе каких-то торговых стратегий. Вот. Очень сложно найти, стоят, скорее всего, очень много денег, и чаще всего работают в течение определенного периода, в течение определенной фазы рынка, потом начинают плохо отрабатывать. Мы будем говорить о ручной торговле. Также трейдер использует торговую платформу как для десктопную версию на компьютер, на персональный либо ноутбук, так и некоторые рынки позволяют торговать с помощью мобильного приложения, например, криптовалют. Чаще всего торгуют просто с телефона. Итак, теперь мы перейдем непосредственно к графику, и будет пример трейда. Трейд около идеального был в пятницу. Отличный пример. Итак, рассмотрим. Так выглядит один из графиков, один из множества графиков. Используется 2-минутный таймфрейм. Что это значит? Свеча, я буду называть и баром, потому что так удобнее, формируется в течение 2 минут.
Подробно пока не буду рассказывать, просто если она зеленая, значит она сходила вверх, если она красная, сходила вниз. Черточки — это тени, которые говорят, что цена в течение 2 минут была здесь наверху, была здесь внизу. В итоге по истечении 2 минут бар закрылся вот здесь. Красный, соответственно, наоборот. Итак, как рассуждает трейдер профессиональный? От начинающего до профессионального. Начинающему трейдеру у нас как учат? Вы получаете первый зеленый бар в зоне. Что такое зона? Я использую всего два основных индикатора. Это объемы, использую их очень редко, и средние скользящие. Это 200, синяя 20 и зеленая 8. Что значит 20? Линия формируется по средней цене за 20 предыдущих свечек. То есть 20 свечек назад цена средняя была вот здесь. Также формируются 8 и 20. А их роли и как они работают, мы поговорим в будущих уроках. Сейчас только обзорный. Итак, мы получили плотную зону. Закрытие предыдущего дня довольно плотное. 20, 8 и 200. Все эти индикаторы находятся плотно. И если мы открываемся ниже их и показываем красную свечу, либо открываемся вверх, то мы заходим сразу после того, как ее выбивают. То есть мы бы зашли вот здесь. Профессиональному трейдеру с большим опытом достаточно информации, чтобы зайти уже вот здесь. Мы предположим, трейдер заходит здесь. Первый вопрос, который он задает, куда поставить стоп, он ставит его сюда, либо за 200. Но здесь нам достаточно, цена уже в принципе здесь ходила вниз, потом отсюда показала движение вверх, мы зашли и стоп сразу ставим за эту свечу. Итак, у нас пошло движение. Здесь была первая возможность на добавление в трейд. После того, как выбили красную свечу, и мы находились в верхней половине, в принципе, от этого движения. Дальше мы получаем ретест, опять откат. Здесь получаем новый сигнал на добавление в трейд. Сразу переносим стоп сюда. После того, как мы получили 3 пуша, мы можем пофиксить, мы можем закрыть часть позиции. Дальше сингл бар дает сигнал. Но мы, в принципе, уже довольно далеко от 8 и не было у нас отката, поэтому мы будем ждать отката. Дальше мы получаем снова сигнал, после того, как красный бар выбивают, и сразу стоп переносим сюда. Получаем несколько пушей, тоже можем на них закрывать часть позиции. Снова получаем сигнал на добавление, стоп переносим сюда. И после нескольких пушей мы уже на ретесте фиксим часть позиции. И вы можете двигать свой стоп каким образом? Как я здесь уже, вы заметили, стоп переносил за откаты. Также у вас есть вариант двигать стопы по 8. Вы видите, как от нее отрабатывает хорошо и дает сигнал. Можете двигать по ней. Можете двигать стоп бар бай бар. То есть, когда у вас пошло движение, состоящее только, например, из зеленых свечей, либо маленьких красных, вы можете двигать стоп сразу, как переносить стоп за свечку сразу после того, как открыла следующая. То есть вы переносите стоп сюда, сюда, дальше сингл бар вы переносите сюда за большой бар, можете перенести сюда стоп, и здесь бы у вас полностью вышли из позиции. Либо вы продолжаете ждать ретеста. Вот он пошел ретест, пошел пуш на ретесте, вы закрыли часть позиции. Если вы поставили стоп за большой бар, вас здесь бы, скорее всего, полностью закрыло. Если вы поставили стоп за 8, вас закрыло бы уже вот здесь. То есть когда понимание, каким образом вы будете двигать стоп, приходит только с опытом. В любом случае вы здесь бы хорошо заработали,
Но именно закрытие позиции наиболее эффективное приходит только с опытом. Вы будете знать, что нужно закрывать на ретесте, но в какой момент? Как только выбили, либо выше, какой объем позиции вы должны закрывать и многое другое, вы узнаете из следующих видео. Это был обзорный трейд. Я попытался вам объяснить, как выглядит работа трейдера. Надеюсь, вы остались довольны. Если так, то подписываемся, ставим лайки, оставляем комментарии. Это будет мотивация записывать дальнейшие видео. А пока хороших выходных или профитной торговой недели. Пока, увидимся в следующих видео.